Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ваш любимый канал для всей семьи «Океан мудрости». А значит, мы снова будем говорить о шутерах. Располагайтесь поудобнее, наполните свои бокалы солнцедаром, мы начинаем. Во времена, когда весь мир играл в Doom 3 и Half-Life 2, компьютер будущего создателя Dusk Дэвида Зимански мог справиться разве что с первой Half-Life. Все, что оставалось юному Дэвиду, играть во всякое старье типа Doom и Quake, и в остальное время наслаждаться тоскливыми пасторальными пейзажами родного села, запрятанного в мрачных лесах Пенсильвании. В те времена в уме Зимански возникла по-детски грандиозная идея – создать свой собственный шутер, вобравший в себя лучшее из FPS 90-х, локациями в котором будут служить просторы родной деревни. И в 2011-м, когда Зимански было 14, все это внезапно вылилось в игру Pit the Bite-Sized Shooter. Игра повествует о неком подземелье, где были обнаружены древние технологии, после чего местных обитателей вроде как уничтожили, а вроде как и не до конца. Все это в скором времени станет основой для Dusk, а пока главный герой очухивается, не понимая, где он и как сюда попал, и пытается проложить себе путь наружу. Pit довольно монотонный и вялый оммаж старинным шутерам, способный отнять 40 минут жизни, но не способный доставить удовольствие. По крайней мере мне. Pit играется крайне уныло и представляет собой лишь некую ценность исключительно как кусок истории появления Dusk. Если есть желание прикоснуться к всему монохромному великолепию, Pit бесплатно предоставляется в комплекте с Dusk. Прошло пару лет, Зимански повзрослел, возмужал и всерьез занялся созданием игр. Никаких шутеров. Только психологические хорроры, короткие печальные философские зарисовки, в которых сквозят смерть, одиночество и отчуждение, с вкраплением религиозных мотивов. И без намека на возвращение к любимому жанру. Но так толком и не реализованная идея 14-летнего мальчугана продолжала терзать уже взрослого и практически опытного геймдизайнера. Всем своим естеством с младенчества впитавший деревенскую пенсильванскую специфику, понимающий ее как никто другой, черпая вдохновение из сталкера Тарковского и техасской резни бензопилой, Зимански начинает облачать свою мальчишескую затею в ту самую форму старых шутеров из детства. Главный герой обнаруживает себя в какой-то землянке. Характерный звук бензопилы и агрессивное поведение неуравновешенных реднеков исчерпывающе полно характеризуют особенности местного гостеприимства. Герою Dusk придется научиться выживать в недружелюбной враждебной среде с помощью классической связки из беготни и стрельбы. Быстрой, напористой, обнажающей примитивные инстинкты, веселой и разухабистой, стрельбы без намека на перезарядку. Сюжет подается, если это вообще можно так назвать, в виде кровавых надписей на стенах, дающих какие-то неявные намеки. Кроме того, некто постоянно комментирует происходящее сальным голосом. На этот раз Зимански не стал грузить игрока текстом. К черту экзистенциальные переживания в игре, где главное занятие виртуозно украшать пространство кровищей. Высказывания остались в горстке тоскливых хорроров. Сюжет в Dusk – нечто настолько второстепенное, что им можно побрезговать. Хотите трогательную историю про девочку, ведомую призраком, размышляющим над наиболее приемлемым способом ее умерщвления? Зимански сделал для вас The Music Machine. В Dusk вам никто толком не объяснит про руины, обнаруженные под сельскохозяйственными угодьями, про военных, про культистов, закрытый город, древние силы и все прочее. В Dusk нужно бежать и стрелять. И это идеально. Можно еще повтыкать в графический роман в поисках более полного раскрытия лора, но там вообще какая-то смутная хрень, картинки какие-то чернушные, я ничего не понял. Ну да и пес с ним. Первый эпизод представляет собой кровавые бесшабашные приключения в сельской местности. Уровни на первый взгляд предельно минималистично обставлены. Пара зданий, пара каких-то объектов и толпы врагов. Но все то, что выглядит скудно снаружи, оборачивается чем-то очень крутым внутри. Уровни сложные в плане своего устройства, плюс ко всему щедро напичканные секретами.
Но первый акт – это всего лишь вступление. Здесь откровенно нет ничего впечатляющего. Хотели видеть ретро-шутер – получите. Не хотели – не играйте. Источниками вдохновения первого акта можно назвать Redneck Rampage и хоррор-фильмы категории «Б». Неуравновешенные представители местной голытьбы с бензопилами, толстомясые культисты, выразительно кричащие, совершенно притягательный враг пугало, сатанинские животнюги – все вместе прекрасно украшают собой веселые деревенские разборки с мистическим уклоном. А вот в создании второго акта Зиманский, по его словам, уже опирался на Сталкер. Воссоздав военные базы и промышленные объекты, Зиманский решил щедро приправить все это дело ржавчиной, гулом и лязгом кошмарных механизмов и поверхностей, слепленных из мяса. Наводнил получившийся мирок солдатами и учеными. Сталкер поочередно совокупился с Silent Hill и Half-Life, чтоб получился второй акт – Dusk. Дизайн уровней порой балансирует на грани безумия и гениальности, чего стоит лаборатория Эшера. Уровень, начинающийся как нечто совершенно стандартное и знакомое, впоследствии начинает отсылать к своеобразному осмыслению логики пространства нидерландского художника Маурица Корнелиса Эшера. Искажение и деформация таких понятий, как верх и низ, лево и право, заканчивается окончательным распадом реальности, что послужит ареной для битвы с профурсеткой с гранатометом. Паршивый босс-файт, скажу я вам. Паршивый. Но тут 80% босс-файтов совершенно скучные. Но ладно. Абстрактность архитектуры уровней достигает высшей точки в третьем акте. Игры с исковерканными пространством и гравитацией поистине заслуживают почтения. Третий акт жуткий и восхитительный. Самая потрясающая в плане левел-дизайна часть Dusk. В это нужно играть. Dusk на первых порах — это робкие и, честно, не всегда удачные попытки разработчика создать что-то занятное. Но с каждым последующим уровнем явственно прослеживается геймдизайнерский путь Зимански, в котором нерешительность сменяется на дерзость и удаль. Застенчивая мысль создать шутер-трибьют уже к середине становится идеей создать шутер, где отсылки уходят на второй план, обнажая жуткое нутро крепкой самостоятельной игры. Крутость Dusk в том, что с каждым уровнем она становится все лучше, пока не достигнет своего совершенно безумного апогея в финальном акте. Крутость Dusk в виртуозном обращении с ритмом геймплея, в постоянном чередовании атмосферы. Пеплумовский размах баталий сменяется тревожным хоррором на стыке клаустрофобии и лавкрафтерианского ужаса, чтобы в следующие минуты сменить динамичный и бесшабашный расстрел военных и ученых гротескным расколом реальности и нырнуть в парадоксальный сюрреализм, который спустя минуту обернется стандартным забытым шутером. Dusk обрушивает на игрока такую дозу впечатлений, что за всем этим теряется из виду нарочито явный примитивизм картинки. Dusk был бы прекрасен, будь он воплощен в форме самого передового AAA проекта. Но в то же время он остался бы хорошей игрой, выглядя он как pizza bite-sized шутер. Роскошная внешняя сторона – ничто, когда угасает внутреннее содержание. Графика Dusk объективно некрасивая, но за всеми этими угловатостями и текстурами в низком разрешении скрывается самое главное – магия. Dusk в попытке вобрать и запечатлеть в себе лучшее из множества проектов не стал ностальгической пародией, а встал в один ряд со всеми шутерами, на которые ориентировался, с которых тырил идеи 14-летний деревенский мальчик. Dusk выглядит максимально неказисто, если не сказать убого. Можно списать это на дань уважения, попытку воспроизвести именно тот уровень графики из прошлого, и все это будет исключительно справедливо. Но в то же время этим легко прикрыть тот скромный факт, что все игры Дэвида Зимански выглядят нескладно и несолидно. Не умеешь делать адекватно современному уровню – делай инди и ретро. И это ни в коем случае не упрек, это не хорошо и не плохо, это просто факт. Dusk ни на секунду не пытается стряхнуть нафталин и выдать нечто актуальное. Отнюдь он, упиваясь, всецело обваливается в нем, всячески выпячивая свою устарелость. Dusk родился стариком и оттого прекрасен. К черту новые веяния. Dusk, заведомо скованный затхлым пространством заскорузлых допотопных механик, тем не менее дышит полной грудью и дает вдоволь надышаться игроку.
Можно было бы еще долго перечислять оружие, рассказывать про возможность составлять пирамиды из всякого хлама, чтобы добраться в труднодоступные места. Можно было бы поведать и про ордынскую сигару, вызываемую клавишей 0, и про кусок мыла, неприметно валяющийся на каждом уровне, про кристаллы безумия, про карабкание и прыжки по стенам, про местный суперход. Я не упомянул про чудесный саундтрек, хотелось бы еще подробнее остановиться на местном хорроре, который прям удался. Но, пожалуй, все предельно понятно. Dusk – великолепное адское путешествие. Яркое, выразительное, разнообразное, проникнутое вдохновенной жестокостью и кровавым весельем. Dusk – величайший реквием по старым шутерам. Безобразный и притягательный. Строго рекомендую.